общие сеансы, помноженные на вашу трудолюбие и проработку и жизнерадостность, дают положительные результаты. Да, конечно. И я это чувствую и вижу и по своей жизни, и по своему состоянию здоровья, и, ну, везде. Мгм. Приятно это слышать. С какой целью вы сегодня к нам? Ну вот я хочу простить и отпустить все, что я неправильно там обижалась, что-то делала, и отпустить это из своей жизни, чтобы дальше быть еще более счастливой. Но не до такой степени, чтобы я уж очистилась, как ангел, и меня забрали на небо. Это уже по желанию, так что нечего бояться быть чистым. Да, ну я шучу, конечно. М. Ясненько. Ну, хорошо. Это ваша Значит, основная цель? так, сейчас. Цель сеанса – развязать все кармические узлы, в том числе 2 из прошлой жизни и 5 из этого воплощения, 2 из которых с моими детьми Ольгой и Артемом. Простить и отпустить ситуации, конфликты, обвинения, из-за которых произошло появление этих узлов. И оставить только опыт. Расторгнуть все контракты, подконтракты, крючки и зацепки с антимиром. Вернуть все затраченные частицы души, энергию и творческий потенциал. Аспекты. Хочу высветлить и исцелить через свет из подсознания и памяти все свои обиды, обвинения, изобличения моих детей и других людей в плохих поступках, предательстве и других негативных действиях, в том числе и с моей стороны, повлекшие образование кармических узлов. С любовью и благодарностью я отпускаю свое прошлое через прощение и принятие всех ситуаций и людей такими, какие они есть, без обид и осуждений. Прошу прощения у всех, кому я принесла вред, оставляю только опыт. Мое любимое, высшее я есть присутствие, так как я имею большое, искреннее, чистосердечное желание простить всех и себя, отпустить и развязать свои кармические узлы, озвученные на сеансе через Армена и Светлану. Но я не могу вспомнить конкретные ситуации и именно тех людей, чтобы развязать озвученные тобой узлы. Прошу в этом сеансе на эфирном плане помочь мне это сделать. Не знаю, насколько правдивая информация этого сеанса, но прошу помочь мне очистить пусть не эти, но другие имеющиеся кармические узлы. Последняя ситуация, которую я могу озвучить, и, возможно, завязался узел, произошла между мной и подругой Светой. Она когда-то упросила меня, чтобы ее муж Александр занимался сдачей в рент моей квартиры в Минске. Первый раз, когда я туда приехала и увидела квартиру в плачевном состоянии, он помог мне ее восстановить, так как намеревался сдавать и дальше. Я с ним договорилась, чтобы поломки и ущерб
исправлялись по мере их появления, и он не ждал моего приезда, а также, чтобы он предупреждал жильцов о бережном отношении, ну и другие вопросы. Когда же я приехала сейчас, то застала разгром опять. В том числе дверной звонок срезан, проводка уничтожена, домашний телефон отключен, мебель вся передвинута, потом там он набрал ребята, они курили, попрожигали там обивку. Ну, короче, мне пришлось покупать всю мягкую мебель и, в общем, восстанавливать. Я думаю, что он использовал мою квартиру и для своих доходов, хотя мы оговаривали, что какую часть он будет оставлять себе. Оставив мне деньги за рент, сбежал, как он потом заявил, боялся, что я буду ругаться с ним, что мало денег. Я больше не собиралась сдавать квартиру, и он это знал. Поэтому, потеряв коммерческий интерес, не стал и помогать в ремонте. Сначала немножко помог, а потом уже и все. Я полностью прощаю мою подругу Светлану и ее мужа. Отпускаю ситуацию и оставляю только опыт. Также я могу предположить, что узлы могли появиться во время моей работы в универмаге «Беларусь», где я должна была контролировать дисциплину на рабочих местах продавцов. Я могла по ошибке сделать необоснованное замечание тогда, потому что трудно установить, продавец беседует со своим личным знакомым долго или с покупателем, но и другие нюансы. Далее я понимаю и осознаю, что накопленные моей дочерью Ольгой обиды на меня и проблемы с сыном Артемом есть следствие моего недостаточно чуткого внимания к ним, так как раньше я думала, что материальное обеспечение – это первостепенная моя задача, чтобы у них было все, не так, как у меня в детстве. Хочу убрать и осветить боль души из-за моего неправильного мировоззрения, повлиявшего на моих детей, и развязать кармические узлы с ними. Далее хочу избавиться от гордыни, если она у меня есть. Так, в 6 лет у меня спросили мое имя и отчество, и я ответила: Людмила Директоровна, так как мой папа был тогда директором торфзавода. Я хотела быть лучше других во всем, хотела всегда иметь лучшую квартиру, одежду, пользовалась своим служебным положением в личных целях. Не могла принять низкооплачиваемую работу и бедность. Завидовала тем, кто смог хорошо устроиться после перестройки. Думала, что обо мне скажут люди. Не жалея своего здоровья, проявляла в жадность зарабатывания денег, когда приехала в Америку. Все это я хочу заменить на любовь и свет и открыть сердце для любви и духовного развития, вернуть волю. Отказываюсь
от контроля ситуации моего сына Артема. Хочу научиться любить себя и жить для себя, познавая суть. И для этого хочу слышать свою душу. Хочу поднять свою осознанность, чтобы по-другому смотреть на жизненные ситуации без осуждения. Вопросы здоровья. Часто стал проявляться герпес на кресте с сильными болями в спине. Могу сделать прививку от герпеса, которая полностью купирует его. Но меня останавливает то, что в ней могут быть вредные генетические включения, которые они сейчас уже во всех прививках. Далее, с чем связано ухудшение моей памяти на слова, имена, названия, и как можно восстановить, так как на днях я помню, что отсчитывала деньги, 2 купюры по $100, 1 50, а кому и за что я платила это, я не могла вспомнить 2 дня. Потом вспомнила, что платила за посылку для брата Александра, у которого случился инсульт. Вот если я иду куда-то взять какой-то предмет и отвлеклась по дороге, то уже потом не помню, чего я шла туда, ну и так далее. Вот это все мои аспекты. Отлично. Хочу только уточнить, чтобы Женя понимал, что этим летом ты была в Белоруссии, и в это время ты заказала сеанс расследования на канале, как он называется? Армен Светлана. За гранью восприятия, да? Ну да, может быть, да, я не помню. Да, потому что я посмотрела, что они там творят. Армен и Светлана. И я смотрела это типа расследование это коротенькое видео по фотографии. Ну, я уже объясняла Людмиле, что эти методы уже давно не используются, признаны как гипноз, то есть такое. Но это не важно. Важно то посмотреть. Они сказали, что у Людмилы есть 7 кармических узлов. И это заставило сейчас Людмилу волноваться, что за узлы, какие узлы и так далее. Вот. Но То есть... даже не только это. Я хочу простить все свое прошлое. Пускай это будет ложный сеанс, неважно, но отпустить свои Людмила, обиды. это важно. Это важно. Почему? Потому что ложь лежит в основе манипуляции. Любой манипуляции в основе лежит ложь. В основе в мир пришел, в наш мир пришло зло, глобальное зло, благодаря лжи. То есть это важно. Почему? Потому что, смотри, после этого ты вместо того, то есть ты спросила у людей, чужих людей, других людей, что мне скажет мое подсознание, мое высшее я. И вместо того, чтобы прислушиваться к своему внутреннему голосу и слышать себя, ты пошла спрашивать у чужих людей. Они тебе сказали то, что заставляет тебя теперь постоянно волноваться. Понимаешь? То есть это важно. Важно рассмотреть на тонком плане, что произошло. Потому что от этой методики отказались еще 60 лет назад. Да? Начали изучать совершенно другую методику, от гипноза отказались, потому что регрессивная терапия должна быть, она основана на телепатическом считывании эфирного ДНК человека. То есть телепат должен прикасаться с сознанием человека, с его подсознанием, считывать информацию
а не рассказывать свое видение. Если у человека нет телепатических способностей, он визуал, он имеет право работать только с собой. Но когда визуал работает для другого человека, он приносит вред, непоправимый вред психике того человека, для кого работает, и собственной психике, потому что карму никто не отменял. Этого человека, он не на своем месте. Я тебе вчера говорила, да? У меня на Академии экспертов спросили, какую бы я рекомендацию дала тем людям, у которых выгорание. А я сказала, поменять профессию. Вы, значит, не на своем месте. То есть, потому что каждый человек приходит со своей собственной миссией и должен найти сам свою тропиночку, свою миссию. Спрашивать у кого-то, даже в Библии приписывает слова Иисусу, он говорил, что между мной и Творцом посредников нет. То есть между душой человека и Творцом нет никакого посредника, кроме миссии. То есть миссия – это как раз и есть тот посредник. Когда мы находим миссию своей души, да, вот тогда мы находим путь к себе и путь к Творцу, путь к своему высшему Я. Никто со стороны, смотри, как это работает. Я была ребенком, очень красиво рисовала. Я была очень талантлива. В 14 лет я рисовала точно так же, как в 14 лет рисовал Серов, великий русский художник. А когда я выросла в 10 классе, я собиралась, у меня был выбор пойти, педагоги из Москвы, для меня уже место там приготовили. Говорили, приезжай, все, обучайся. То есть я уже как бы вне конкурса шла. И что? А мама что сказала? А мама мне начала говорить, пойди в педагогический университет. То есть со стороны. Понятно. Виктория, ты мне обещала кое-что. Смотри, это называется примеры. Примеры всегда это в разговорах должны быть, присутствовать. Знаешь, потому что голые слова никому не интересны. Когда есть пример, я тебе... Вот. То есть ты понимаешь, как это работает. Да? То есть я объясняю это Жене, чтобы мы посмотрели, что произошло. То есть должна быть цель какая? Посмотреть, что произошло на том сеансе, потому что ты волнуешься, оно тебя всколыхнуло. Аспекты, чтобы я простила все свое прошлое. Вот это. О, да, хорошо. То есть, но на том сеансе, который ты заказала у Армена и Светланы, этот сеанс себя не успокоил. Вот смотри, после наших сеансов люди чувствуют облегчение. Мы чувствуем радость, да? И мы с Женей, и с Олей, и те люди, которым мы помогаем сделать сеанс. То есть они чувствуют, что кармические узлы развязаны, что они какую-то часть своего прошлого отпустили. А после этого сеанса ты встревожена, оно тебя взбудоражило. То есть такое впечатление, что тебя вместо того, чтобы приблизить к твоему высшему я, наоборот, куда-то отбросило, да? То есть ты даже это говоришь в аспектах, вот иду туда и не могу вспомнить, зачем. А почему это происходит? Например, у меня тоже такое бывает. А что я делаю? А я возвращаюсь мысленно обратно. То есть я как бы шагами пошла обратно. То есть связь с подсознанием есть. То есть я у себя спрашиваю. Вот такой раздрайв, он проявляется на физике. Положил документ, вот мне тоже часто пишут, положил документ, не могу найти, как будто бы он исчез. Я говорю, он и не исчез. Из дома, где воры не побывали, он не мог исчезнуть. То есть возвращайся обратно, разговаривай с собой. Людмила, скажи, пожалуйста, ты пошла к ним на сеанс. А что тебя беспокоило на тот момент? На тот момент
Даже я не помню, что меня беспокоило. Хотелось узнать, нужно ли мне дальше работать с вами, чтобы очистить себя. Что еще осталось? То есть это хорошая вещь, это не то чтобы ошибка, а рассматривать, как учит Виктория, это как тот же опыт и подсказки. Мы отказываемся себя гнобить, а используем, мы не собираемся тебя в чем-то винить или это. Мы это используем профессионально как подсказку для того, чтобы вытащить еще какие-то, развязать узлы. Очень интересно, и здесь мы ничем не обижаемся на вас. Тут такой срабатывает принцип, чем мы больше действуем в правильном направлении, тем быстрее созревают те контракты, которые есть глубоко. Да. А вот такой сеанс, это, я посмотрела его, весь твой сеанс от начала до конца, который ты мне скинула, это цыганский гипноз. Это все равно, чтобы вот человек пошел и сказал, кинь мне на карты. То есть никакой разницы нет. То есть это гадание. Погадай мне, пожалуйста, расскажи, что в моем пространстве. Тогда я отказываюсь от этого сеанса результатов. Если Да, это... то есть твое состояние тебе подсказывает, даже на уровне физики, ты чувствуешь этот раздрайв, у тебя возникло желание от этого очиститься, да, то есть это уже говорит о том, что это что-то не то. Когда у нас есть подозрение, что это что-то не то будьте уверены, это точно 100% не то. То есть нужно прислушиваться и верить себе. Своим ощущениям. Ну что? Ну хорошо, я думаю, что дальше посмотрим. Мгм. Людмила, что бы вы хотели, как вы думаете, будете себя чувствовать, когда этот сеанс удастся? К чему вы достигнете? Я хочу достигнуть мира в душе, принимать все ситуации без осуждения, очистить свое прошлое и смотреть на это как опыт, который у меня останется, но не будет никаких суждений об этом, осуждений, обид и прочего. Вот так я хочу. Мгм. Чтобы стресса не было. Да, Да. да, да. Все, Хорошо. что я прошла в жизни, это бесценный опыт каждого человека. Совершенно Я так. тоже согласен с тобой, Людмила. Ну хорошо, тогда я готов. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу сеанс Людмилы с этими людьми. Они находятся в секторе магии. Этот сектор, он стоит и держит фотографию и говорит, она заказала сеанс. Это вот в секторе магии. Идет такая черная полоса в сектор принятия решений, а потом где-то на середине, вот на уровне талии, идет такая вот как перпендикулярно вот этому подключка в сектор интерферентов. И там какой-то интересно так, как будто бы колба такая черная. А в секторе будущего и высшего я вот так отдельно от нее стоит, как ее высшее я, сияет так и так удаляется, 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 уменьшается. А ее энергосфера в этот момент так скукоживается, и с правой стороны вот это все огонь такой горит. И она так вся, вот фотография вот эта, как будто бы плавится. То есть там, где она, перед ней, перед ее энергосферой, вот как картина большая, стоит это ее фотография. Мгм.
Хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Мгм. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы на счет 3. 1, 2, 3. О, я вижу, она сидит без одежды, как на физике, но без одежды. Эм, И извиняюсь за подробности, так попа на корточках сидит, согнулась, и попа как-то так светится, а вся ее фигура вот так как бы почернела, и она вот так сидит. Мгм. Ой-ой-ой. А вот эти люди, они как будто бы ей голову отсекли и несут на таком серебряном блюде. Мгм. Вот туда понесли, в сектор интерферентов. Хорошо, Виктория, дальше мы разберемся. Ага. Давай это эфирное Сейчас я с ней ДНК. поговорю. Она оборачивается, и на ней, на ее лице такая маска с таким какими-то злобная, как бы ухмылка и такие зубы огромные. И это не она говорит, а это маска. И говорит, я тебя не знаю. Мгм. Говорит, мне не о чем с тобой говорить. Я подошла и так Люду за плечи. И она так раз рукой показывает, вот мне сектор предательства так и прозвучало. Вот это вот здесь сектор предательства. Да, да, там, где находятся эти все ситуации предательства себя. Мгм. И она говорит, что Люда говорит, как будто бы, ну, это ее эфирная часть, показывает также туда, в ту колбу, в секторе инферентов. И говорит, что вот так говорит, она отдалилась, ну, типа от меня, от себя, показывает на ее многомерную сущность. Одна ее вот эта сияющая часть, которая постоянно вот уходит, а ее считывается истинное я, то есть это то многомерное я, которое ближе всего к нашему физическому воплощенному телу. Оно буквально в этой колбе черной трепещет. Мгм. Вот очень беспокойно вот так вот трепещет. Я с эфирным как бы двойником разговариваю, то есть эфирное ДНК считываю. Да, это она. Вот я вижу ее лицо, считываю, это она. Мгм. И я, а в сердце вот такое, как дыра черная, и считывается, что дала себя обмануть. И прозвучало Мгм. имя Армен, Мгм. наследник. О, Армен. Наследник дьявола, то есть по следам идти. Мгм. Добро, Виктория. Спроси у Людмилы, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она почему-то говорит, как бы встала вот там, где она сидела, и так подошла вот как бы к столу какому-то и говорит, сейчас вернусь, Вернись, послушай. кто это сказал. Она сказала, что мой, а кто мой, отказался. Э, Говорит мой разум. И я вижу, что там контракт подписан, и она вот так к этому контракту как бы подошла, как к стойке такой, как к столу такому, знаешь, как на Мгм. сервисе в отелях, например, да. И этот пошел лист туда, где находится и трепещет вот так, как пойманная рыба, знаешь, в В сачок. садке. Да, Мгм. да, да.
Сейчас я еще раз ее спрашиваю. Я ей передаю, вот я с ней говорю, я просто как бы наблюдаю за этим разговором. И я ей говорю, что она хочет простить и отпустить себя, простить и отпустить всех, прошлое, и отменить этот сеанс. Я буквально вот так показываю это. О, и она сказала, ну тогда я согласна. Мгм. Так. И встала, э, встала, а перед ней стоит такая темная фигура серая. Сейчас я посмотрю, кто это. Мгм. Что это за... Оно вот так вот перед ней звучит, оно вот так идет как бы на правую сторону, как так Армен, 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 Армен. И прямо вот так вот, это как портал, который тянется в сектор и интерферента, вот там, где ее душа трепещет. Мгм. И считывается, ушла от себя. Что это за темная фигура, которая вещает? Это приказываю этой фигуре убрать иллюзии, отвечать, что она такое. Вижу, там проявляются такие черные глаз, 1 или 2, по-моему. Это как такие, как очки, и левый глаз как будто бы закрыт, а правый такой намного больше, и так смотрит, перемещается в сектор магии. И снова я слышу «наследник дьявола». Мгм. А вот этот глаз, и он в руках, вот в секторе магии, опять оно вернулось к этому сеансу, держит фотографию. А эта девушка, Светлана? Светлана, она вот лежит. Она лежит, и такое облачко какое-то вокруг нее. Как бы вижу только вот так, как будто бы часть ее до пояса. Она лежит, а вокруг нее такое облачко. И я посмотрела, спросила, что она там видит. А оно считывается вот так, иллюзии. И перед ней такой черный экран, который порталом вот так тянется в сектор магии. И где-то там внизу соединяется от этого сачка, да, где душа. Но душа находится не очень низко, а так вверху, прямо под поверхностью. То есть ее Мгм. душа как бы не ушла далеко. И мне сразу идет информация, потому что у нее расторгнуты, я слышу, предварительные, главные контракты. То Мгм. есть, вот. И уходит еще куда-то ниже, и там какой-то опять вот этот род появляется, который как будто бы рвет на куски. Я слышу высшее я. Мгм. А у него во рту такие, это, сейчас я считаю, что это энергетический объект, эгрегор власти над душой. Мгм. Это как бы она вернулась, как бы посмотрела, скажем так, в тот колодец, с которого только что удалось ее спасти. Вот это так считывается. Вот. Мгм. Так, хорошо. Вот это... А, Да, Виктория. Ну, я вот это слышу, там идет, что поддала сомнению свое высшее я. То есть она сомнением поддалась. Мгм. Так, и кто хозяин там? К какому эгрегору она, понятно, Кто там, подсоединилась? кто хозяин эгрегора власти, приказываю проявить согласно эфирным ДНК в его пространстве, приказываю убрать иллюзии, отвечает, кто он такой. Ой, там какой-то пират с такими ножами. Чух-чух, точит ножи. Чух-чух, чух-чух. Мгм.
Так, это Кто кто? он С такой? одним глазом. Один глаз закрыт. Ну, просто пират стоит. Мгм. Такая это тельняшка. Вот, э, Кто он такой? Приказываю ему убрать иллюзии, отвечать, кто он такой. считывается вор. Я вижу от этой эгрегориальной структуры и идет вот прямой портал к Армену и Светлане. Мгм. Так, а кто хозяин этого? Еще пошел вниз такой уже не черного, а серого цвета портал. Мгм. Еще в другие пространства, более низкие. И они буквально такие низкие, что такой гул, как ноты, знаешь, очень бас. Мгм. Так, кто хозяин этого пирата? Звучит, идет опять, меня как бы выбрасывает к этому Армену, и звучит капуцин, М. пси-технологии, капуцин, секта предателей. Ну, это понятно. И вот к этому порталу, который как шахта тянется вниз, к этой парочке тянется много-много таких нитей, а здесь такие, как этажи. И считывается так, этажи власти над душой. Мгм. И сейчас, когда я еще более низко опустилась, я вижу, что там находится а, какое-то зеркало, зеркальце какое-то. Так, Да. что это за энергия зеркальца? К чему она относится? О, я вижу там эта ситуация, и он показывает, этот Армен в этом зеркале показывает ее фотографию, и вижу, что в этот момент она позволила вот этому зубастому, как бы, знаешь, как собаки рвут э, Мгм. подушку, например, да, Мгм. как тузик грелку говорят. Грелка. И Мгм. вот так вот эти энергии, да, в этом эгрегоре отрывают от нее части ее, я слышу, божественного я, и в результате этого она вот стала без одежды сидеть и оголила свою попу. А почему именно попу, интересно? Это вот на физике, это вот я вижу, страус так делает. То есть, когда он прячется от Точно проблемы, говорю. он не Мгм. хочет решать проблему, да, он голову прячет в песок, вместо того, чтобы своим копытом как дать нападателю, да, то есть он голову вот спрятал, я не вижу, значит, ничего не отвечаю ни за что. Но попа все равно получает. Мгм. Это вот эта метафора это означает. Кармическая ответственность, вот оно прозвучало. Дальше, еще ниже. Кто? Там появляется как огромный глаз, считывается надзиратель. Вот, надзиратель над душами. Мы сейчас путешествуем по этому эгрегору, по этой информационной, считывается, гряда, да, то есть как такой Мась. массив, да, Мгм. энергетический, который запутывает и затягивает внутрь божественные души, истинное Я. Мгм. И дальше я вижу, как в каком-то углублении и в каком-то, как аппендикс, да, Мгм. как ответвление от этого портала, что-то там важное происходит. Контракт. Там находится спрут. Мгм. эм, И вижу, Людмила за столом сидит. С одной стороны спрут, с другой Людмила. У Мгм. спрута какая-то шапочка черная на голове, странная. О, колпачок. Мгм. Вот.
Что между И ними я происходит? сразу вижу, да, я считаю, недоверие себе, к себе, то есть не, она как бы невера, вот этот блок у нее не проработан, неверие в себя, неверие в то, что она может как бы слышать себя, привело как раз ее к решению заказать у этих людей этот сеанс, ну, и она как бы открыла доступ к своему подсознанию. Так. Что произошло на этом контракте между этим Спрутом и Людмилой? О чем они договаривались? Я слышу, она вот так сделала и говорит, и я подумаю, а Спрут говорит, Вика бреше, ну, брешет, врет. Мгм. Вот, это сомнение ее. Вот, Мгм. это ее программы, оно считывается как внутренние черти. Вот, и они говорят, эти ее внутренние программы, Вика врет. А она вот так сделала и говорит, я подумаю, я посмотрю. То есть она исследует. Вот заказав этот сеанс, она как бы исследует и проверяет саму себя. Мгм. И контракт звучит на 2 дня. Вот так вот, на 2 дня почему-то. Она показывает 2 пальца, говорит 2 дня. Мгм. Спроси у Людмилы, какой у нее скрытый смысл в этом контракте, зачем он ей нужен? Она достает как будто бы из-под юбки какую-то черную штуку. Говорит мой муж. Так, что это она застала, что это за энергия? Она у нее буквально была там, где первая чакра. А, М. И такой черный, как комок какой-то, говорит мой муж. Говорит, мой муж удалил себя из жизни. Я ее спрашиваю, почему это для нее важно. Она говорит, вот я вижу тот момент похорон, и она говорит, что я плакала мало. Я ее дальше спрашиваю, почему это для нее важно. И она говорит, что она наседка. Такой образ идет, ну, как курочка-наседка, да? И М. я дальше спрашиваю, почему это для нее важно. И она говорит, что она не послушала своего внутреннего помощника какого-то. Мгм. И я спрашиваю, почему это для нее важно, и мы еще глубже погружаемся. Она говорит, потерян мой внутренний фокус. Я задаю последний вопрос. Почему это для нее важно? И там я слышу в кладовых души, она как будто бы своими руками берет, считывается сердце. Говорит, что потеряла сердце. Мгм. И в этой энергии сердце, она буквально сердце берет. Но и оно такое, я еще не понимаю, какое, но не живое, а может это просто энергетическое. Оно такое выглядит, как будто бы сердце, но такое символическое, как кристалл какой-то, и гранями так сияет, но очень приятное. Мгм. Вот, говорит, и там такой звук, знаешь, как поют,
арии. Гармоничный звук? Сейчас я послушаю. Нет, он не гармоничный, он вот этот звук Мгм. и я вижу источник его, там в сердце внутри такая волна черная находится, как червячок такой. И эта волна вот настраивает на такой, ну, буквально считывается дурацкий фокус. Ну, это как те, кто не умеет петь, так вот, Мгм. вот такое, и такая эта волна, вот этот звук идет вот по этому потерянному пути. То есть мы же прошли по этому пути вот именно туда, потерянное сердце. Мгм. И, ну, я сейчас А, спрошу, когда она потеряла это сердце. Ну, я вижу, что это выглядит вот так в эфирном плане. Она маленькая девочка. В эфирном плане она стоит как будто бы на табуретке и говорит: «Директовна». Мгм. В эфирном плане это считывается как отказ от живого отца и принятие его должности, то есть его личности. То есть фокус внимания перенаправился из его божественной части на и принятие его, то есть она как бы отказалась от его высшего я, от его истинного я и приняла его личность, то есть его должность, его вот эту роль, должность директора. Ну, это, ну, по сути, это, ну, вообще-то это неплохо, не хорошо, но почему оно так это все сработало? И Мгм. я вижу, что от этих вещей, потому что вот этот контракт находится в секторе, ну, как бы с правой стороны, а вот эта ситуация детская в левой стороне, и они как бы соединились вместе, и там еще какой-то черный объект, считывается субъект суждения. Так, что это за субъект? И там как будто бы молоточек такой. Тук, 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 тук. Мгм. Сейчас посмотрю, что эта метафора означает. Вот оно что. Папа пример. Вот я вижу, ее папа, он вот радостно рассказывает о каком-то своем достижении. И это именно вдохновляет маленькую девочку. Вот. И она, ну, это как бы использованы и искривлены вот эти естественные механизмы, потому что ребенок, ну, как бы перенимает пример родителей, окружающих людей. Он не слушает, что люди говорят, он реагирует на энергии. Вот папа Мгм. радостный, вот я его вижу даже, как он выглядит, все очень интересно. И он подхватывает доченьку на руки, вот, и она вот перенимает вот это как бы восхищение, Мгм. и считывается, эм, и там как что-то такое, как хвост такой, ну, как обрубок такой, эм, просто как телепается. Вот так сейчас я посмотрю. Что это такое? Оно никуда не ведет. Мгм. Теперь понятно. Это отрублен тот черный портал, который ее уводил в те глубокие слои по тем контрактам, но они расторгнуты, их нет. А это вот так прям прозвучало, доработка.
То Мгм. есть, то, что осталось, непроработанные какие-то нюансы, вот они как бы и повсплывали. Мгм. Спроси у Людмилы в тот момент, что она чувствовала, когда отец это рассказывал, что ее впечатлило. Так, он то ли ей какой-то предмет дал, и она как бы вот так энергетически, вот у нее на тот момент был контракт, и были эти подключки. И именно я вижу, как из-за этих подключек, из-за этих энергий и из-за этого контракта, потому что это темные вот эти энергии, вот так М. сделали. Как бы жадность или себе. эм, Ага, проявились программы. Да, и в этот момент застучал этот молоточек. А что М. за молоточек? Я вижу, что этот молоточек не только стучит, но и он кружится по каким-то пластинам. Он как часики, да, и там такие пластинки, и он вот так стучит, и они звучат. Так, что это за механизм? Мгм. Это механизм взаимодействия ам, межличностных программ. То есть это взаимодействие межличностными этими ролями, которые человек проигрывает. Ну, М. какую роль она сейчас играла? Она говорит, папина дочка. Я спрашиваю, какого папу она выбрала в этом моменте. И она говорит, директора. Ну, то, что я объяснила, то же самое. То есть она Мгм. не истинного я выбрала, потому что папа как бы не додал ей вот этой внутренней гармонии, внутренней любви, а как бы, ну вот мне идет, как бы хвастался своим положением, и она это приняла. Мгм. Да, мне идет баловство, то есть он ее баловал. Так. И это вот привело к этому, к этой диффузии. Опять звучит диффузия. Мгм. Так, спроси у Людмилы, видит ли она этот момент с отцом, что она приняла. Да, она видит, она встает из этого стула и этой серой табуреткой. А что интересно, в этой серой табуретке вот меня сразу, так знаешь, привлекло внимание такой глаз там черный. И я вижу, что эта табуретка, это на самом деле как серый, те же энергии, и глаза эти черные. И один открыт, а другой закрыт. Ну, как бы открыт, вот это черные глаза, они как бы открыты у серых, да? Мгм. Ну, у них, Но да. бездонные, бездонные, Мгм. что символизирует вот пропасть и смерть. Потому что это, ну, это духовные сущности. Мгм. Они изобретение э, потусторонних сил, то есть тех духовных сущностей, которые находятся за пределами физических измерений. Мгм. А вот этот серый, он в интерферентах находится в том. Да, она вот стояла как бы на нем, встала на этот стул, да, на эту М. табуреточку, и она вскочила с этой табуретки, взяла ее вот так за ножку, и этой табуреткой вот как бы стучит по этому механизму, который начал ломаться. Вот этот молоточек, вот это все, он ломается. И она Мгм. говорит: "Я папина дочка". И я вижу, как она прильнула, ее сияющая часть, к его сияющей части, сердце к сердцу. Вот оно что. Я вижу, как это метафорическое сердце, вот это какое было такое искусственное, оно вот так упало, уходит, а с него
Это как было как капкан такой. А с него вылетела как голубь, птичка такая сияющая. И она говорит, что это фокус ее истинного «я». И я вижу, как она с этой ситуации, с этих глубин, как бы увлекает за собой и эту сияющую душу ее папы. Потому что он как бы так все этот антимир устроил, что он тоже как бы кармически ответственный за ее упадок. Я Мгм. передаю ей, чтобы она передала папе и маме и всему ее роду, что она любит каждого из своего рода, эм, части эту сияющую, божественную, истинную, и отвергает эти темные негативные энергии, которые являются тенью прошлого. Этого нет, но это только тень прошлого, чтобы она и вот я вижу, как закрывается этот портал. Я передаю ей, и она вот так вот это с себя это снимает, выкручивает, чтобы она это уничтожила, сожгла. И когда она сожгла, то идет эта метафора, как неопалимая купина. Это растение, верес, да, который после огня первым прорастает. Вот она как бы и такое ощущение приятное, как знаешь, как прям звучит обновление, обновление духа. Я вижу, как она буквально вылазит вверх, ее вот эта божественная часть. Я ей передаю, и она дошла до этого момента, где был контракт подписан с этим Спрут? спрутом. Да, да. Мгм. Вот, и она вот так взяла этот контракт и смотрит на, а он вот так как бы прозрачный, она смотрит как на свет, на него разорвала вот так и говорит: "Я свободна". И полетела как ангел вверх, поднимается вверх. Вижу, так, к какому-то моменту одна поднялась и переставила кого-то. Сейчас я посмотрю поближе. Мгм. Армен и Светлана. И она их берет у себя из сектора магии и перемещает в сектор интерферента, в этот портал. И я вижу, как такая черная считывается мгла, отваливается у нее из сектора будущего, из сектора высшего я, и как бахнет туда, то есть они получили карму. А она вот так вот сделала, то есть решила свой вопрос. И ее высшее я слышу, оно слетело вот так пониже, и какой-то оранжевый такой свет, и оно, я слышу, договаривается, и они говорят друг с другом. Мгм. И сейчас я вот смотрю и вижу, что в секторе вот с правой стороны у нее, ну, у меня это вот здесь я вижу, там, где эта полоска была к этому Армену, этот портал как бы прервался, но остался, как бы ниточка такая прервалась, но Мгм. остался сам какой-то объект в секторе предательства себя. Мгм. Что это за энергия? Сейчас я посмотрю, там какое-то движение происходит. Такая, я слышу подвижка и вижу, как будто бы мебель переставляют. Вот такая подвижка. Мгм. И вижу там ситуация, где Людмила в своей квартире, и она вот так командует, что-то говорит, ну, с кем-то доносится, как бы ну, физически я вижу э, Мгм. звук. И она показывает на часы, часы черные. Показывает, вот так стучит пальцем, типа что у нее время, и показывает опять 2 дня, говорит. Мгм. Спроси её, Людмила, что это обозначает?
Она говорит 2 дня на размышление. Мгм. И я ее спрашиваю, когда у нее эти размышления закончились. То есть она сомневалась, она как на качелях каталась, вот так туда-сюда, туда-сюда. И через 2 дня, ну, вероятнее всего, что это после сеанса этого, который она заказала, она говорит, что мне нужно к Вике. И в этот момент я вижу, как она ухватила эту черную энергию, которая говорила, Вика врет. Она из сектора магии потянулась, и она ее схватила за шею, как шмякнет этой черной энергией, и Мгм. сказала, я живая. Я ей передаю сейчас, что она хочет отказаться от проведения этого сеанса. Вот. И Мгм. забрать, отменить. Я вижу, как эта фотография ее, да, рассыпается. Вот, она рассыпается, как пепел, а светлые частицы с этой фотографии возвращаются к ней. И она расторгает контракт с Арменом и Светланой, и с его этим демонами ихними. Мгм. Вот. И поднимается вверх, и я вижу, как у нее появилась одежда, и она выглядит, Аврора звучит. Мгм. Такая красивая одежда, вот так на ней вся развивается. Она говорит, и вот так из-под ног ее уплывает, говорит, тень прошлого. Мгм. И говорит, Аж я тут с вами. А я спрошу, с кем это с вами? Она говорит, меня ждут. Я спросила, кто ее ждет? Она говорит, у нас глобальная миссия. И показывает, вокруг нее столько стоит таких же светлых существ. Сейчас я спрошу, кто это. Мгм. Сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория, кто это души. Они звучат как, вот я узнаю, очищающиеся. У них у всех, у этих душ, ну это не души, это как эфирные тела, которые мы считываем. То есть это субъект, который считывается. Мгм. Это как двойник, это как определенная информационная, как сгусток, скажем, информационный, да? Мгм. Это Это одна из мерностей, цифровая, скажем так, копия, грубо говоря, да. Потому что человек как гармошка, вот так как растягнешь гармошечку, то есть гармошка одна, а вот этих ребер много. Точно так же и Мгм. человек. Вот эти все его мерности, да, высшее я, наблюдатели, это как ангелы-хранители, это все один и тот же субъект. И на физике мы это видим этого как человека, как физический. Вот. И у всех у них вот такая, как одежда, чуть-чуть как бы замазана, серая. И кто-то вот стоит, и они все в виде таких вот красивых, как богов и богинь. Это вот М. высшее я. И они опять говорят, что мы очищаемся. Мгм. Говорят, что мы чистим свет. А какой свет? Свет чистим. Мгм. Да, Виктория, а вот помнишь, это сердце было, которое там звучало снутри каким-то там Так оно непонятным же хором? рассыпалось. Оно рассыпалось, Очистило. ушло, а с него вылетела эта энергия, как птичка. Но душу, высшее я, душу
даже, ну, такая метафора в песнях звучит, что душа моя птица, птичка. То есть она как птичка, буквально как сияние такое, ну, как Мгм. будто бы птичка сияющая с крылышками. Вот она как бы вернулась в живое сердце, заняла свое естественное место. Хорошо. Так, и что у нас среди этих, как ты сказала, эфирных двойников заняло ее место? Э, Смотри, мы находимся каждый на своем уровне. Мгм. Вот когда люди воплотились, то мы друг с другом общаемся ртом физически, да, мы слушаем ушами физическими, то есть мы живем в физическом мире. Также мы общаемся на уровне коммуникации духовной своим истинным «я», которое вот как бы с этой частью души, которая вот непосредственно уже ближе всего ответственна за свое воплощение, да. Но есть еще другие мерности, то есть много-много мерностей. Их, вероятнее всего, 22. Мгм. Мне почему-то число пошло 22. Но я не буду утверждать, потому что это Мгм. все нужно проверять. Вот. А, И, например, ну, скажем, образно так, чтобы объяснить. Если мерность физическая – это 1, то э, цифровая наша копия – это как объединяющая нашу душу и наше физическое, да, потому что наш физический разум – это тоже непонятно что. Ученые не знают, что это такое. Мозг то есть там этот, но Мгм. как это все происходит, объяснить никто не может, потому что это все тоже лежит в другой плоскости. Вот. То есть это объединяющее. Но этот М. вот, да, он хранит память, я слышу. Это память, это генетическая память. Мгм. Вот. Но души, которые, например, находятся, вот эта мерность души, например, на втором, ну, на третьем, на десятом, ну вот на 10 уровне, то эти души общаются между собой и видят друг друга, скажем так, на уровне 10. Мгм. И чем выше сознанием своим физическим человек способен подняться на эти уровни, а он может подняться только через свою душу, через сердце, через себя, потому что именно в сердце находится, образно говоря, та тропинка, которая ведет через высшее Я к божественному источнику. И вот я вижу, как это заворачивается, вот это Фибоначчи. Э, Мгм. вот, то есть это гармоника Мгм. вселенская. Последовательность. Да, Так. да. Вот оно заворачивается вот так. И в конце концов получается так, что на самом высшем уровне мерности находится первотворец, но он одновременно находится и в душе, в сердце именно. Мгм. То есть он как Виктория, будто бы опускается, образно говоря, до уровня человеческого сознания, бытия для того, чтобы присутствовать своей высокой, самой высокой мерностью в каждом человеке. мгм. Виктория, где в этой мерности находится тот механизм, который обеспечивает гармонию между физическим сознанием и нашим высшим Я? Это решение. Вот я увидела этот молоточек. Пух, решение. М. То есть своими действиями, своими решениями человек определяет свой путь. И он может вести или внутрь, или наружу. Вот это по этому принципу как раз и можно очень легко определить методы работы.
Да, то есть вот это цыганское гадание, которое заказала себе М. э, Людмила, да, это Мгм. путь вовне, это выход от себя, скажем так. Разобрать, ну, аспекты, то есть мы вот, аспекты, да, то есть она вспомнила этот аспект. Но это было не гордыня, как она себе подумала, да, ну, возможно, в какой-то мере, да, а Мгм. это, Да. потому что это мы так называем гордыня, это мы определяем, да, а во Вселенной нет такого добро и зло, там есть все общем опыт, да, кому-то нужно зло, он идет по дороге зла, во внешнее в пространство выходит, кто-то хочет добра, жизни, он разбирает вот эти моменты. И вот этот сеанс это наглядно показал, а, правильность вот этого метода. И наш метод – это тот метод, который был как бы одобрен 60 лет назад, потому что оно так работает и помогает обрести опыт, когда человек разбирает те аспекты, которые ему подсознание подкидывает. Вот контракт пришел к завершению, он начал Людмилу тревожить, и она засомневалась, вот, и заказала вот этот сеанс, и он, ну, это не хорошо, не плохо, это факт, да, да, то есть она получила опыт, и Мгм. это на самом деле ее еще приблизило к решению этого момента, да, то есть дала подсказку, и эту энергию сомнения она тоже убрала, подчистила, как говорится. Поэтому Мгм. а, она большая молодец, что чувствует, вот она на самом деле чувствует себя, но ей нужно как бы, вот мой совет, да, что я вижу, как бы больше доверять себе. Мгм. Хорошо, Виктория. Очищаем пространство, Да. отсоединяясь от проработанных ситуаций. О, сейчас я ее вижу. Вот это она мне уже нравится. Вот лицо смеется, радостное, да, и сияет. Мгм. Так, Виктория, спроси, то есть посмотри, у Людмилы по здоровью был этот герпес на крестце. Остались ли причины появления этого герпеса? Ну, это связано с этой черной штуковиной, которая там была, и она говорит, что она получила это от мужа. Мгм. Когда это произошло? Это от американского мужа она получила это заражение герпесом. М. Когда это произошло? Что это была за ситуация, когда она приняла это в ее Это секс пространство? был. Мгм. Ну, я же не Спроси, буду это описывать. ну да, у Людмилы спроси, хочет ли она изменить эту ситуацию, отказаться принимать его чужеродные энергии. Если она хочет, пусть она откажется принимать ее Да, я ей пространство. передаю, чтобы она повысила иммунитет на своего физического тела, эфирных всех тел, и просто убрала раскрутила. Пусть она найдет этот вирус в ее пространстве. И Мгм. вот я вижу этот вирус. О, елы-палы. Это вот эта пластинка, это вот эта, которая пела так, Мгм. вот такая, как волна, вот такая изогнутая, типа S, только такое, ну, не закрученное. Вот такая пластиночка. Я ей передаю, чтобы она сейчас, она берет его этим же молоточком и убивает, ну, как бы уничтожает, стучит по нему. Мгм. Хорошо, пусть она полностью исцеляет себя, все эти энергии Да, отсоединяет я ей полностью. передаю, чтобы она просто раскрутила эту спираль информационную,
всех этих вирусинок, которые каждого вируса в отдельности и целой группы информационной, как колонии, вот, и удалила эту всю информацию из ее личного пространства на уровне физики, на уровне всех эфирных тел, и чтобы она сейчас стерла со всех информационных полей информацию о том, что это присутствовало когда-либо в ее пространстве, и попутно пусть очистится от всех паразитических структур, эфирных паразитов, физических, на всех уровнях ее сознания, бытия, физического воплощенного тела, а также эфирных тел, пусть сотрет и наполнится иммунитетом. Вот оно что. Вот. Надо же, когда вера в себя у нее падает, тогда они как бы вырастают, их сила. Я передаю ей, чтобы она зашла в тот момент, когда ее вера в себя будет максимальной. Она так шух, Аврора. Мгм. И вот это ее многомерная сущность. Я ей передаю, чтобы она отсоединилась. Ой, нет, 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 это нет. Звучит ее вот это очиститься, но не на совсем. То есть у нее много каких-то сказочных представлений, типа вот унесется, Мгм. вот Если это. очистились, то надо это куда-то в другое, в райское куще уходить. Да, а Это, рай это, на самом это не деле, он в обязательно. сердце. Да, рай– это взаимоотношения, да, это мы раем называем, вот я раем называю, когда вот я приезжала к маме, у меня настолько были теплые отношения с родителями, что это просто словами передать невозможно, это просто чувствовать нужно. Вот, и папа, и мама. Вот это был рай настоящий. Мгм. Да, я старалась все рассказать, им помочь. Они помогали мне, не знали, куда буквально посадить. Вот это рай, да, то есть отношения. Потому что самое важное в жизни человека– это отношения сам с собой. И когда эти отношения налажены, тогда отношения с окружающими тоже налажены. Вот. Это не где-то вот там, это вот здесь. И я передаю вот это ее вот разговор, он по отношению к ней находится в секторе магии. То есть это мышление, и оно как такая серая пластинка. Мгм. Вот. И я ей передаю, чтобы она сейчас убрала все ложные представления об устройстве мира, и пусть возродит веру в себя, знание о себе и контакт с собой и своим божественным источником. И снова вижу вот эту спираль. Как она Мгм. называется? Ну, оно звучит, вот мы называем ее спираль Фибоначчи, да? Это которая, ну, как бы символизирует гармонию мира. И Мгм. вот этот принцип большее в меньшем, меньшее в большем, Фрактальность вот это. фрактальность мира и целостность всего мира. Я Мгм. передаю, чтобы Людмила сейчас ее высшее я, время пришло, 2 дня закончились. Пусть она восстановит целостность ее духа, души, всех ее сфер божественных. Пусть она свою идентичность восстановит и осознает свою истинную мудрость, силу, гармонию. Все внутри нее находится. Мгм. А она вот она говорит, я знаю. И я ей передаю, чтобы она зашла в тот момент, когда она будет абсолютно здоровой, гармоничной и полностью восстановит коны Творца в своем личном пространстве. И я вижу, как эти весы сомнений просто вот так пух и упали. Я ей передаю, чтобы она стерла с
с ее информационных всех полей все сомнения, касающиеся ее божественной сущности. Хотя сомнения – это очень хороший барьер, который не позволяет чужой информации проникать внутрь. То есть это сомневаться нужно всегда, но только не в себе, да? Не в своей божественной сущности. Да. Поэтому сомнение в себе подрывает веру в себя. Вот. И я ей передаю, чтобы она восстановила веру в себя, свое божественное начало и восстановила в себе абсолютное здоровье, гармонию, процветание. Убрала все причины физических недугов, все раздоры, передала информацию своему сыну. Ух ты! Я вижу, что мне информация пошла, что когда она восстановится, как по мере ее восстановления будет восстанавливаться ее сын. То есть отношения с ее сыном, и прозвучала Ольга. Ольга, это же дочь. Дочь? У нее 2 детей. Да. А Ольга тоже? А Ольга почему-то сейчас почему-то находится по отношению к Людмиле в секторе магии. Что она делает в секторе магии по отношению к Людмиле? Она говорит, я ее убеждаю. В чем? А от нее идет такая полоска какая-то гипнотическая. Она говорит, мама, ты не права. Ну, это, ты знаешь, детский, скажем так, максимализм, да? То есть мама с прошлого века, ну, это есть у детей такое. Я передаю Людмиле, что она может... это из-за того, что не хватает веры в себя, да? То есть как бы Людмила чувствует себя как бы потерянной. Я ей передаю, чтобы она убрала эти энергии, потому что если есть вот это чувство, да, чувство... еще звучит, что от Ольги отсутствует как бы чувство благодарности к матери. Не знаю за что, но вот так оно идет. Хорошо. Пусть, если Людмила хочет, пусть она зайдет в те ситуации, где она не была уверена в себе, исправит эти ее отношения, проявит уверенность в себе и не дает повода сомневаться. Вот она мне говорит, я с ней разговариваю, она говорит, что Виктория, я тебе верю. А я говорю, не надо никому верить, верь себе. Потому что это тоже как бы ложный путь. Никому верить не нужно. Нужно верить только себе. Когда человек верит себе, он верит своему пути, своему выбору, потому что мы всего лишь люди, да, и когда кто-то, кого-то, вот мы с Еленой работали, да, с Тарасом, и они вдруг слились. Ну, слились и слились, а люди остались-то, да, с прежним своим выбором, да. Почему? Ну, потому что каждый человек. Хорошо, пусть, если Людмила хочет, передаст информацию Ольге. Да, одну секундочку. Да. Я же это с ней говорю, и я вижу, она вдруг развернулась и вот так как будто бы достала эту внутреннюю птичку, вот эту, которая из этого сердца вылетела. И такие, знаешь, и она говорит, что я возвращаю себе гармонию. И вот эту птичку она вот так где-то вот сюда вот так поставила, и потом эта птичка обрисовала вот такое внутри ее пространство. Вот это опять я слышу дуга. Вот это Спираль, спираль гармоника.
гармонику, да. То есть она вот как бы, соединила вот эти части своего божественного «я» с воплощенным телом, то есть с воплощенным сознанием, с памятью. И в этот момент я вижу, как у нее вот крылья, и она поднимается вверх и благодарит. Мгм. Отлично. Хорошо, спросил Людмила, все ли мы для нее сделали на этом сеансе. Да, она говорит, вы лучшие. А я ей отвечаю, мы все лучшие. Мгм. Точно. Добро. Тогда благодарим Людмилу Высшее Я за труд. Да. Прощайся, Виктория, с Людмилой. Мгм. Отсоединяйся от всех ситуаций, поднимайся вверх, Да. проверь твое личное пространство. Да, все чисто. Хорошо. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическое, на Пространство. физический уровень, да, пространство, в котором я тебе разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Женя, какой ты молодец. Боже, какие у меня прекрасные помощники. Компания хорошая. Очень хорошая. И Людочка, тебя благодарю. Боже, какая ты умница. Благодарю вас. И видите, какой нужный был сеанс. Мое сердце стало живым и соединилось с Высшим Я и с моими детьми. Это самое прекрасное, чего можно желать. И то, что отменился этот сеанс великолепно, но при этом такое большое дело произошло. Конечно. Вот. Это направило тебя на те подсказки. Мгм. Да, благодарю Викторию от всей души и тебя от всей души. Себя поблагодари, главное. Ну В и первую и очередь моё себя. я. И, кстати, мне была подсказка Людмила Директоровна. Вчера вечером это пришло, ситуация прямо как-то. И я думаю, надо записать. И вот как оно обернулось. Мгм. Это вот общение с своим высшим я. Да, Это этот сеанс, это ты сейчас провела как бы этот по фотографии и этот наш сеанс, и ты можешь сейчас сравнить, да, вот цыганщину и естественную натуральную работу, как оно работает. У цыганщины 255 тысяч подписчиков, да, да, то есть это всем известно, что эзотерическим путем достичь успеха намного проще. Поэтому очень многие жадные люди идут по этому легкому пути и делают вред людям и себе в первую очередь, потому что за каждое слово ложное придется ответить. И эти люди берут на себя страшную карму, да? Вот, ну, как написано, последователь или как там сатаны. Ну, типа такого. Уже Мгм. не помню, что там было. Вот так вот. То есть, никто не может тебе сказать, какие кармические узлы. да. Подсознание само дает подсказки. То есть мы не можем манипулятивным путем обрести опыт. Это не работает. Манипуляция – это часть магического мира, замагиченного, да, эзотерического. То есть есть естественное, скажем, естественное положение дел. Наше пространство, наша Вселенная – это общая психика. Это А психология – это та наука, которая подсматривает, как оно работает. А как мы подсматриваем? Мы чувствуем, мы видим,
Мы в эфирном пространстве можем находиться и что-то там смотреть. Мы сны разгадываем, ну не так, как сонник это нас учит, а распутываем, да? И таким Да. образом мы общаемся со своими высшими «я». Да. И мы разгадываем тайны, как устроена Вселенная, как устроена эта наша психическая Вселенная. А некоторые не хотят прикладывать усилия, ну и послушают, кто там что-то говорит. Знаете, у меня клиентка была, она звонит, и мне вас порекомендовали. Я говорю, отлично, какой у вас запрос? Ну, она там сказала свой запрос. Я говорю, хорошо, что вы хотите от меня? Я хочу, чтобы вы мне погадали. Я ей... Уже по запросу там видно, что глубокие психологические травмы, программы жертвы, с которыми нужно работать, и это возможно. Практика дыхания, у нас же четкая система, да? Практики дыхания, другие упражнения, которые восстанавливают человеческую психику, до нормы доводят, да? Это очень просто, даже и легко и весело все делать. Мы ничего, я не предлагаю ни одной практики, которую не весело делать. Все практики веселые, все практики с юмором, все практики легкие и дыхательные, и это все. А она говорит, это ей не подходит, погадай ей. Да. Мгм. Я говорю, я не гадаю. Я говорю, я вам могу сказать, что это самое, но я не гадаю. Да нет, я хочу, чтобы мне погадали. Я говорю, ну, тогда ищите кого-то другого. Не сказала, почему гадание это к чему приводит. А зачем? Она не готова. Это как на дереве растут яблочки красные и зеленые. Ко мне пришло зеленое яблочко, так что ж я буду его там превращать в Хотя, красное? Пусть хотя бы зреет. немножко информации дать, А чтобы человек зачем? понял, в чем он А мы заблуждается. Нет, а он не поймет. Ну, Мы человеку говорим, ну, ровно столько, сколько он спрашивает. Она хочет погадать, пожалуйста. Вот, когда нагадается, если проснется, ну, придет тогда. А нет, так нет. Да. Да, у вашего, кто рекомендовал, неверные данные. Ну, Хорошо, а я Люся. потом с эта женщина, которая рекомендовала, ей рассказывал наш клиент, а это, как знаешь, сарафанное радио. Она так Испорченный телефон. испорченный телефон. Она это вдохновилась у кого-то другого. Она даже мне не звонила, не писала, ничего. У кого-то другого заказала сеанс регрессии. Мгм. Даже понятия не имею, потому что это в Америке здесь. Это американка звонила. И порекомендовала это рассказала о своих проблемах, а это порекомендовала меня. То есть Мгм. Понятно. Ну, ладненько. Хорошо, Людмила. Людмилочка, мы тебе очень благодарим, потому что ты просто волшебная, ты должна в себя верить. То есть верить и прислушиваться к своему внутреннему голосу, да? То есть не верить никому, все ставить под сомнение. Вот, да, то есть верить, и мне верить не надо, вообще никому верить нельзя, только себе. Когда вот будет установка, я верю себе, ну, доверяю Вике и Жене, потому что мне нравятся их методы, да, они вот естественные, натуральные, научные и так далее. Но это не надо обожествлять никого. Потому что если есть вот это обожествление кого-то и чего-то, да, то есть это идет как бы моментально унижение себя. А когда ты говоришь, я никому не верю, я верю только себе. Потому что теоретически может такое быть, что вот Вика
начнет эзотерическим путем работать. Ну, это маловероятно, но нельзя это исключать, да? Исключать нельзя, да. Нельзя исключать, да? Это не для того, что это возможно. Я не верю, что это возможно вообще, потому что я даже не представляю, как это возможно сделать. Это против моего естества, да? Мгм. Но допускать Как нужно, принцип. Да, как как принцип. принцип. О, правильно, почему? Потому что у нас в голове там своя математика. Когда ты Точно. говоришь «верю только себе», это сразу ставит барьер. Вот, барьер. Вот, самое важное – это я. То есть все становится на свои места. Потому что для твоей божественной души она эгоистична. И она молодец. Она говорит, мои интересы превыше всего. Все, Вика молодец, но я главнее. И это вот правильно. Да. Так, ну что, публикуем твое интереснейшее видео. Я думаю, для всех это будет полезно, в том числе 250 подписчиков. Может, кто-то из них посмотрит. Ну, я не думаю, что всем будет полезно, потому что после наших самых хороших и самых таких откровенных и самых важных видео людей очень много отписываются. Потому что люди не хотят знать правду. Им интереснее заблуждаться. Им интереснее верить, что кто-то вместо них что-то сделает. Кто-то вместо них расскажет, как им жить на свете белом и так дальше. А тут Вика приходит и говорит, о, дети мои дорогие, так это не работает, надо самим там трудиться, дышать, прощать, писать. О, не-не-не, это не для нас. Размышлять. А может, это и какие-то побочные воздействия темных сил на ваш канал, чтобы, так сказать, не было такой популярности у вас и не было такого охвата? Скажем так, все темные силы внутри нас самих, да, то есть весь антимир, и когда мы боремся, а правду всегда. Вчера стреляли в Трампа. Почему? Потому что он хочет сделать Америку такой же сильной, такой же справедливой, оплотом свободы, как было раньше. И в него стреляли, да. Как только какой-то президент заявляет, что он хочет улучшить что-то, в него стреляют. Почему-то в Байдена не стреляли. Банды разгуливают, грабят магазины, бесчинствуют, устраивают черт знает что, и это нормально. Поэтому есть такой принцип, да? Он записан в Библии, между прочим. И этот принцип работает и в психологии. Тоже распознавать. Написано, что зло всегда агрессивно, правильно? И всегда нападает на правду. Наш YouTube, у меня целый список видео. Я уже давно не считаю, было 50 видео, которые вообще ликвидированы. То есть они стерты вообще с YouTube. Вопрос, зачем? Что мы там такого увидели, что не хочется видеть, чтобы люди это не знали? Да. Вот я и об этом и говорю. Так что, а мы свое дело знаем. Кому нужно, тот узнает. Кому нужно, тот услышит. Все в свое время. Да. По готовности. Ну, добро. Хорошо, ребятушки. Благодарю от всей души и моего открытого сердца теперь уже. Да.
Прекрасно, прекрасно, сеанс прекрасно. А видишь, как оно сработало? Смотрю, Да. телепается какая-то штуковина. А это все. Вот почему им не удалось тебя, как говорится, с ног свалить и с твоего истинного пути свести. Потому что контракты расторгнуты. Вот это я говорю, Да. очень важно порасторгать вот А эти вот свои это первичные контракты. осталось еще, это сердце Это ненатуральное. уже не контракты с темными, это контракты с своими собственными программами. Это уже не так важно, да? Все Это не равно так. это полезно. Это полезно, потому что если с этим не работать, то оно может как бы опустить, возродить те контракты. Вот такое мы тоже уже видели, да? Мгм. Вот. Поэтому ты большая умница, большая молодец. Все-таки ты слышишь свое подсознание, слушай его дальше. Всего доброго. И вам Всем тоже. пока-пока. Такая Людмила.